Здравствуйте, мои дорогие! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для представителей знака Дева. Давайте мы посмотрим, что же вас ожидает, какие вам карты сегодня выпадут в нашем недельном раскладе. Я напоминаю, что это общий таро-прогноз, что он не личный, он не персональный, но надеюсь, что большинству из вас, сейчас смотрящих это видео, этот расклад подойдет и окажется полезным. Поэтому пишите ваши комментарии, оставляйте ваши отзывы. Мне будет очень приятно узнать вашу точку зрения. А также не забудьте подписаться, если вы еще не подписаны. Также буду очень и очень рада новым зрителям. Итак, Девы, давайте посмотрим расклад с понедельника по воскресенье на двух колодах. Сначала мы достанем карты из первой основной колоды, а затем из колоды дополнительные посмотрим на те комбинации, которые у нас получились, что из этого у нас выйдет. Итак, неделя с 20 по 26 апреля. Знак Дева. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Почему-то у многих или в субботу, или в воскресенье какие-то не очень хорошие карты. Ну, давайте посмотрим. Первая пятерка мечей. Не так страшно на самом деле, как она выглядит, да, тем более остальные карты хорошие. И дополнение у нее паж кубков, карта хорошая. Пятерка мечей в целом, она часто показывает боязнь проиграть в чем-то, боязнь показаться как будто бы за закрытой дверью, боязнь, знаете, как будто потерпеть в чем-то неудачу, поражение, позор в чем-то, да, показать свою трусость или слабость в чем-то. Поэтому вы по пятерке мечей, скорее всего, постараетесь победить любой ценой, то есть справиться любой ценой с тем, что здесь происходит, чтобы не проиграть. Поэтому вместе с пажом кубка вы пытаетесь исправить какую-то ситуацию, чтобы не быть пораженным, поврежденным, сломанным, да, то есть чтобы не сказали окружающие, что как ты мог или могла не словить эту возможность или этот шанс, или не использовать какие-то здесь удобные моменты. То есть вы здесь пытаетесь вот какой-то шанс использовать, да, вот этот толчок здесь использовать. Дальше четверка жезлов, карта гармонии, мира, порядка, который, скорее всего, царит у вас в доме, может быть, в душе, вместе с картой солнца, теплота, ясность, с которой вы общаетесь с близкими вам людьми. По солнцу вы здесь очень радостны, вы здесь ощущаете процветание в вашем доме, вы по карте в таком сочетании, да, солнце с четверкой жезла, вы в гармонии с собой и с близкими. Очень хорошая для вас карта. Карта туз пентаклей, карта ощущение тоже процветания и независимости, которая у вас есть, и, может быть, удачи, которая на вашей стороне здесь, вместе с десяткой пентаклей, тоже такая материальная карта. Ощущение стабильности в вашем доме, успешности вашей, да, может быть, в каких-то материальных вопросах. Здесь удачные покупки, удачное вложение денег, удачные какие-то вопросы, касающиеся вашего дома. Да, в целом мудрые решения, которые вы принимаете, которые ведут вас к процветанию и, может быть, за которые вас хвалят ваши там родственники. Могут быть какие-то встречи с вашими близкими, с вашей семьей, где вы чувствуете себя в кругу вот этом теплом, да, семейном, и опять-таки, да, там слышите много позитивного в свой адрес, допустим, это вас может радовать и вызывать такие вот эмоции. Карта рыцаря кубков, карта приподнятого, воодушевленного настроения, где-то даже романтичного настроения, вместе с королевой пентаклей, а потом еще и с королем пентаклей здесь подряд. Позитивный взгляд на вещи, касающиеся материальных каких-то вопросов. По рыцарю кубков вы здесь можете очень оптимистичны быть в том, что вот вы выполните какую-то работу, получите за нее выплаты, вы здесь что-то делаете с вдохновением, воодушевлением. Если это творческая работа, так тем более она может принести здесь хороший вам доход как раз благодаря вот этому творческому здесь подходу. То есть вы здесь очень трудолюбивы, да, вы стараетесь сделать то, что вы задумали, ну вот очень позитивно настроены на это. Может быть, и чувство влюбленности, может быть, к такому вот земному знаку, как вы, то есть Девы, Тельцы, Козероги. И дальше король пентаклей еще выпадает. Тоже смотрит он на деньги, он здесь в целом какие-то финансовые свои
планы строит. И по 7 кубков тоже, кстати, карта вдохновения, воодушевления, каких-то планов касаемо финансов, которые вы здесь строите. Может быть, какое-то решение нужно принять, инвестировать, вложить во что-то деньги или нет, сделать или не сделать, какую-то покупку осуществить или нет. То есть здесь какого-то такого плана здесь могут быть мысли. Но при этом 5 кубков у вас выпала на субботу. Как я уже говорила, у многих знаков здесь какие-то не совсем позитивные карты выпадают почему-то на выходные, но у вас это 5 кубков, то есть какая-то неприятность и проблема и сложность, да, которая возникает в этот день, она перекрывается 9 кубков, то есть успешного разрешения. Конфликт, который, может быть, возникнет, но он решится успешно, благополучно, собственно, никаких негативных таких страшных последствий иметь не будет. И в воскресенье по страшному суду и 3 кубков здесь в целом это карта успеха, и одна, и другая. Успешные события, которые у вас могут быть, успешные события или какие-то успешные дела, которые вы здесь ведете. Также здесь много радости, может быть, от того, что вы сделали правильный выбор, там, приняли правильное решение, и по 3 кубков вас могут подтолкнуть к такому решению ваши там родственники или близкие, с кем вы находитесь в обществе, то есть социальное взаимодействие, которое для вас важно, может быть, ваши друзья. Также по страшному суду, может быть, как будто ваше чувство, как будто вы возродились, переродились, да, общаясь там с друзьями в этот день, как будто отдохнули хорошо в этот день. И также 3 кубков здесь в целом о каком-то возвращении там в круг ваших друзей. Может быть, встреча с кем-то, кого вы давно не видели. Вот такой вариант тоже возможен по этой карте. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для дев мы завершаем. Я всем желаю всего самого наилучшего. Берегите себя, берегите своих близких и до скорого.